Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний соведущий Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Европа добилась большего сокращения выбросов углерода, чем любой другой регион. Залог простой. Нет промышленности – нет проблем. Газ и нефть заместили, цены снижаются. Александр, в чем проблема текущего кризиса? Почему уровень промышленности в Европе не восстанавливается-то? Ну, давайте так, индекс промышленного производства – это довольно такой всеобъемлющий синтетический показатель. Если просто посмотреть на этот график, то ничего чудовищного, в общем-то, не происходит. Там видно небольшое снижение на какие-то проценты, местами на 1,5%, от 100%, за которые принят 2021 год. Не то, чтобы в этом было очень много смысла, но вот для простоты они там у себя в Европейском Союзе в рамках Евростата решили, а давайте 2021 год у нас будет 100%, 100%. И вот от них будем считать. Туда-сюда у нас будет показатель бегать. И если отдельные страны взять, то там даже рост наблюдается. Да, конечно, если взять другие отдельные страны, вроде Германии, то там обнаружится не просто снижение, а снижение, ну, там, на 6, а то и на 8%. Если взять, притом, если взять отдельные сектора экономики, то мы увидим, что в реальности снижение еще больше. Притом под еще больше мы берем не оценки Российской Федерации, ну, точнее, сделанные вот в Российской Федерации, там, не знаю, РИА Новости в своих рейтингах берут и ставят. А вот все плохо в Германии конкретно вообще и в химической промышленности в частности. Нет, мы берем отчет, скажем, такого регулятора европейского, как Acer, и видим, что они отмечают снижение химического производства на 12%. В 2024 году, ну, итоги 2025 года пока еще не подведены, поэтому мы ими пока оперировать не можем. Вот. Но вот они отмечают, что в 2024 году относительно 2021-2022 годов снижение было порядка 12% в химическом производстве. Соответственно, мы смотрим, в каких странах располагаются химические предприятия, предприятия химической промышленности, и обнаруживаем, что довольно значительное снижение индекса промышленного производства приходится конкретно на эти страны. А давайте мы конкретно еще раз назовем эту страну – Германия. Проблема при том не только в сегменте, который касается химии, просто там снижение наиболее значимое. В отдельных секторах даже частичное восстановление присутствует. Например, мы можем взять в качестве примера, ну, скажем, нефтепереработку. Нефтепереработка более или менее стабильна. При том, что это не очень хорошо на самом деле. Не очень хорошо по довольно банальной причине. 2021 год взят волюнтаристски, взят, ну просто для удобства сравнения, наверное, вот Евростатом. И чтобы не так больно было сравнивать. 2021 год был, мягко скажем, не самым успешным годом Европейского Союза. Если мы возьмем ряд из этих параметров, то есть индекс промышленного производства, потребление электрической энергии, потребление природного газа, то есть в целом потребление энергоносителей, если мы будем рассматривать, то мы увидим, что экономика Европейского Союза на протяжении последних 20 лет развивается, мягко скажем, очень неуверенно. Более того, пиковые значения были пройдены в конце нулевых годов по целому ряду параметров. И некоторые из параметров, которые наблюдались в конце десятых годов, лишь повторяли вот эти пики нулевых. После пиков нулевых произошел экономический спад, который был связан с мировым экономическим кризисом. И из этого мирового экономического кризиса Европейский Союз так и не выкарабкался по большому счету. То есть некая тенденция, которая сложилась с середины десятых годов по конец десятых годов, которая давала надежду на то, что все, ну вот период кризиса пройден, начинается пусть неуверенное, но восстановление, а потом, может быть, будет и рост. Чем восстановление отличается от роста? Тем, что восстановление – это рост до ранее достигнутых значений. А рост, в полном смысле этого слова, это когда у вас происходит увеличение относительно тех пиковых значений. Так вот, восстановление, которое происходило в Европейском Союзе, могло смениться ростом, но потом пришел ковид, потом 2021 год принес мировой энергетический кризис, потом этот энергетический кризис развивался и развивался бы при любых условиях в 2022 году, но его развитие было усугублено политическим конфликтом с Российской Федерацией и всеми сопутствующими условиями.
То есть, когда у нас повторяют вслед за Урсулой фон дер Ляйен, что в Европе кризис начался после февраля 22 года, включая наших лидеров общественного мнения, которые где-то что-то услышали, вот, и потом это все повторяют, потому что это, ну, им нравится, ну, а как, ну, конечно, вот они разорвали с нами отношения, и все у них посыпалось, ну, а как иначе-то? Дорогие друзья, еще раз обращаю внимание, сыпаться у них начало с середины 21 года. И даже если бы не было конфликта с Россией, у них бы все продолжало сыпаться. А вот тут мы приходим после этого утверждения к еще одной подтеме в рамках вот этой декарбонизации. А мы все еще с вами говорим про декарбонизацию. 30% с 2005 года. То есть, еще раз, пиковые значения в конце нулевых годов, собственно говоря, 2007 год примерно. То есть, 2005 там не очень стремительный рост был до 2007. Вот. А все значительная часть снижения, которое мы сейчас наблюдаем, и сравниваем это снижение с 2005 годом, говорим, о, 30%, смотрите, как она обезуглеродилась, эта самая экономика Европейского Союза, то это не очень хорошо, друзья мои, это прям ай-яй-яй. Даже, собственно говоря, нефтепереработка, которая, ну, как бы вот колеблется, это, ну, отсутствие снижения, это не очень хорошо, потому что сравнение с 2021 годом – это полный провал. 2021 год не был рекордным, не является, в общем-то, адекватной точкой для отсчета. Если у вас все еще сохраняются показатели, ну, примерно равные 2021 году в каком-то секторе, то у меня для вас плохая новость, это не очень здорово. Так вот, какая подтема нами еще должна быть затронута? Электрическая энергия. И не надо бежать в 2005 год. Возьмем середину десятых. Возьмем середину десятых, потому что, еще раз, середина десятых годов – это не сказать дно кризиса, но это вот момент, когда от этого самого дна Европейский Союз начал отталкиваться. И началось более-менее стабильное восстановление. Итак, 2015 год. Потребление электрической энергии в Европейском Союзе было примерно на 150 тераватт-часов больше, чем в 2024 году. И, скорее всего, примерно на этот же показатель больше, чем в 2025 году. Ну, пока еще, понятно, итоги года мы не можем подбить, но исходя из тех данных, которые уже сейчас есть, мы можем предположить, что примерно будут такие же показатели, как в прошлом году, если тут холода какие-нибудь не ударят, нечеловеческие в конце года. Так вот, ну, 150 тераватт-часов и чего? А итого 150 тераватт-часов это примерно равно потреблению Украины образца 2021 года, раз мы все сравниваем с 2021 годом. Вот Украина в 2021 году потребляла примерно 150 тераватт-часов. Ну или миллиардов киловатт-часов, кому как больше нравится. 150. Сокращение спроса на электрическую энергию. При этом, если посмотреть на структуру производства электрической энергии, это за последние 10 лет еще раз, то мы увидим, что раньше где-то 1000 за год, 1100 тераватт-часов производилось из ископаемого топлива, а в прошлом году, ну, где-то 650-680 тераватт-часов производилось из ископаемого топлива. Ну, есть некоторая разница, согласитесь. Я вот даже решил подсмотреть в шпаргалку, потому что, мало ли, я был неправ. 694 тераватт-часа производилось из ископаемого топлива. Ну, если у вас в целом падает потребление электрической энергии, если у вас сокращается доля ископаемого топлива, в первую очередь за счет того, что вы закрываете угольные электростанции, то, ах да, и если у вас есть экономические проблемы, которые по большинству параметров отбрасывают вас не в нулевые годы. 2005 год в рамках этих параметров это какая-то величина, до которой еще ползти. Отбрасывает вас куда-то еще дальше, в 90-е. Кстати, 90-е для Европейского Союза это было очень успешное время. Так что не надо. Когда я говорю, что их отбрасывают в 90-е, это с их точки зрения это еще не так плохо. Так вот. При чем тут декарбонизация как показатель? Что он, собственно говоря, нам показывает? Да по сути ничего. Без привлечения таких параметров, как суммарное потребление электрической энергии, структура потребления электрической энергии, промышленное производство, индекс промышленного производства и промышленное производство в разных секторах, желательно наиболее энергоемких. Без привлечения этих показателей все эти рассказы про, смотрите, мы декарбонизировались. Ну, за пределами некого пиар-эффекта мы там ничего больше не увидим.
Нет, пиар-эффект у них там вот между собой прекрасен. Видите, как наши усилия путем долгих вот этих вот борений, мучений, преодолений привели к таким прекрасным результатам. Ну, они там себе это могут рассказывать. А толку-то от этого показателя никакого. Если бы приводились показатели удельной декарбонизации, ну, то есть там взяли бы некий синтетический показатель, сделали бы, включающий в себя энергопотребление, индекс промышленного производства, тогда бы окей, мы могли бы сравнивать по вот этим удельным показателям реальный показатель декарбонизации, если бы нам, в принципе, это было страшно интересно. Но вот им страшно интересно, им хочется это сравнивать. Но вот здесь как раз тот случай, когда абсолютный показатель абсолютно ничего вам не дает. То есть, если вы, условно говоря, стали на 30% меньше есть, то рассказывать о том, что как здорово вы теперь больше тратите там, не знаю, более эффективно тратите калории, немножко бессмысленно. Притом, нас несколько справедливо упрекнули, что мы не упоминаем эту тему. Упоминаю тему. В Европе с конца нулевых годов, собственно говоря, что они с 2005 годом сравнивают, потому что после этого началось мощное движение по изменению стратегии развития европейской энергетики, европейской экономики, там зеленая сделка в конце десятых годов и прочее, прочее, прочее. То есть вот действительно вторая половина нулевых годов и конец нулевых годов это был важный этап, и поэтому они там с 2005 годом сравнивают. Но нужно упомянуть еще одну тему, важную, безусловно. Возможно, эта тема все переворачивает, просто все изменяет. Вот я все неправильно сказал. Энергоэффективность. В Европе реализуется программа повышения энергоэффективности. Я это упоминаю, а теперь говорю. Возможно, я очень сильно заблуждаюсь, но, на мой взгляд, влияние повышения энергоэффективности не то чтобы близко к нулю, но его влияние находится где-то вот в конце списка тех факторов, которые привели к тому самому снижению углеродоемкости европейской экономики. А если говорить еще раз о наиболее важных факторах, это первое – экономические проблемы. Второе – снижение потребления электрической энергии вообще. Ну, растущая доля возобновляемых источников энергии. Закрытие угольных электростанций, соответственно, сокращение доли ископаемого топлива в общей структуре потребления. То есть вы, в принципе, потребляете меньше электрической энергии. А ввиду некого приоритета, который вы отдаете возобновляемым источникам энергии, ну, то есть они, если начинают работать, их обязаны электрическую энергию, которую они производят, обязаны брать в сеть. Им не в большинстве своем нельзя сказать: стоп, не работайте. Вот. То есть они просто замещают вот это топливо в условиях спада, в условиях кризиса, в условиях, когда надо не заниматься самоуспокоением. Почему нам важен этот пример? Потому что это пример самоуспокоения. Притом самоуспокоение самого худшего из всех возможных. Самоуспокоение, когда вы пытаетесь и находите какие-то позитивные черты в происходящих кризисных явлениях. Таким образом, легализуя этот кризис и объясняя, что кризис – это нормально, вот текущее состояние – это нормально, а надо еще лучше. Притом вы, по сути, говорите о том, что те процессы, которые негативно сказываются на промышленности, на населении, это хорошо. Потому что самое главное – декарбонизация происходит. Для нас этот пример важен именно этим. Именно тем, что он демонстрирует, как из ужасной, в общем-то, местами ситуации, из ситуации спада пытаются делать победу, перемогу. Вот такая европейская углеродная перемога получается. На сегодня, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.